First question is simply if you could talk about the name Collective Actions and how that came. Название. Дело в том, что в 1977 году на Венецианском биеннале, посвященное неофициальным художникам из Советского Союза, на Венецианском биеннале была выставка и каталог был издан. Мы туда попали, наша группа, в виде принтов из как раз флеш-арта, из журнала флеш-арт, где о нас была тоже статья. И там этот каталог был по разделам. И один из разделов был коллектив «Ационе», как-то по-итальянски «Коллективные действия». И туда входила группа «Гнездо», и вот наша группа. И потом уже в 1979 году, когда Гройс писал статью для АЯ «Московский романтический концептуализм», он, чтобы не писать все наши фамилии, 4 тогда их было, он взял название раздела из этого каталога Венецианского биеннале и как бы приписал его к нам, как к нашей группе. Это не наше название, это не самоназвание. You had no issues with the name. That was fine to use that name. Да, в общем, мы как-то не сопротивлялись. You mentioned an interest in John Cage in particular, but also artists like Chris Burden and Vito Acconci. And I'm curious, what was your knowledge of those artists and their work at that time? Дело в том, что Кейджа, например, в 1975 году был один из первых концертов Кейджа в Москве. Не самого Кейджа, а у нас была группа таких продвинутых музыкантов, и вот такой Алексей Любимов, он устроил в одном месте Москвы, в концертном зале, именно целый концерт Кейджа. Но я даже знал еще и раньше о Кейдже, потому что дело в том, что у нас была такая библиотека иностранной литературы, где выписывались все журналы, в том числе Флеш-арт, Леонардо, Art and Forum, Studio International, которые выходили по современному искусству на Западе. Они все были в свободном доступе, начиная с самого начала 70-х годов, если не с конца 60-х, скорее с конца 60-х, в библиотеке иностранной литературы. И некоторые наши друзья, которые хорошо знали английский язык, такие как, например, Никита Алексеев, Иван Чуйков, они ходили в эту библиотеку и читали все эти статьи про этих художников или музыкантов, и потом нам рассказывали про это. И в 1971 году я познакомился с таким поэтом, поэтессой и музыковедом Елизаветой Нацаканова и композитором Александром Рабиновичем, которые прекрасно знали Кейджа, всю литературу, но не только Кейджа, естественно, но и других авангардистских композиторов. И я, более того, я работал в 1971 году методистом в Доме художника, там, на Кузнецком мосту, и я устроил тогда концерт Алику Рабиновичу в 1971 году, который играл Штокгаузена. Не Кейджа, но Штокгаузена. Он играл в перчатках, он был прекрасный пианист. Потом в 1974 году он уехал в Париж и стал там жить. Потом в Швейцарию приехал. То есть где-то с 1971 года я все это знал. I wanted to ask you about the role of photographs, as you discussed a bit, also within Collective Actions. And as a first very quick question, I'm curious if in these artists like someone like Chris Burden or Acconci, whose work you had seen in some capacity, had you seen photographs of performances in these magazines that you were looking at? Да, в этих журналах они были. А потом я в 1975 году познакомился с немцами из Германии, которые стали моими друзьями, с которыми мы переписывались, и они присылали и журналы с 1975 года, начиная, и с фотографиями, и пластинки, там и Клауса Шульца, и того же Штокгаузена, и Кейджа. Это все было как бы в Москве, и привозили с собой, когда приезжали. Так что где-то с 1975 года, а потом уже где-то с 1983 года я познакомился с моей будущей женой, она тоже немка, Сабина Хенсген, которая потом стала членом нашей группы. Но она живет в Германии. Could you talk a bit about
the roles of the various artists and individuals who were involved in collective actions. I imagine in some ways it's quite fluid, but perhaps you spoke about Kiesewetter, for example, as being a photographer and one who photographed many of the actions. Were there other roles that other artists took within the group? The writing, for example. Но главное, конечно, надо было придумать сюжет, план акции, как бы пьесу, собственно. Это, если не придумывать сюжет, то нечего исполнять. Дело в том, что у нас ведь не хэппининги были, а именно перформансы. То есть у нас был жесткий план, сценарий, по которому осуществлялась акция. У нас очень развито, поскольку мы работали во времена Брежнева и Политбюро, то у нас очень было развито такое, именно, как сказать, бюрократизировано все действия, все было записано. И вот, например, в конце 90-х годов мы с Понятковым, Понятков это тот человек, который кроме меня придумал больше всего акций, составили так называемые индексы КД. Collective Action. КД это Collective Action Group. И там была сложная система этих индексов. Were you interested at all in thinking about Cage again, in the idea of the score? You're in the idea of coming up with an idea for a work or for an action or for an event that exists as an instruction, in a sense, but that can be performed or enacted by anyone or by no one. Сначала это не очень важно, потому что, например, сначала мы рассчитывали этот лозунг якутский дать другому человеку в Америке, чтобы он сделал, но не получилось, и в итоге Кизевальтеру дали. Но у нас были акции, рассчитанные на конкретного человека, то есть зрителем было один человек. So I'd like to then ask you more specifically about photographs. You described before the Mani Archive, which you began to put together around 1980, that would then bring together documentation, including photographs of many of the actions. I'm wondering about who took those photographs, what you saw as the role of the photographs, and how if the archive is seen as an artwork today. Для первого сборника, для первой папки Мани, которую я составлял, фотографии делал Кизевальтер. То есть я его там посылал, договаривался, например, с Кабаковым, с Булатовым или с Чуйковым. Он к ним приходил, фотографировал. Ему, поскольку денег ни у кого не было никаких, то ему платили за это деньги, за пленку, там, за отпечатки. И он давал мне эти фотографии, которые я уже использовал внутри папки. Кизевальтер очень экономил пленку. Например, вот акция появления он снял всего 4 кадра. А вторую акцию Либлих он снял пленку и смыл, и когда ее проявлял, он всю ее смыл горячей водой. То есть не осталось фотографий. Только из фрейма, из 8-миллиметрового фильма остались фреймы. Фотографий не осталось.